Всем здорово! Небольшой обзор ППШ Теплов и Сухов. В общем, цель была основная сделать русскую баню, чтобы была большая влажность, ну и небольшая температура, допустим, там 60-70 градусов, и при этом где-то процентов 80 влажности минимум, чтобы было. Вот, тогда получается отношение вообще отлично. Ну, в общем, приятно находиться в бане, и по ощущениям и пропариваешься лучше, и, собственно, в целом атмосфера, климат в бане идеальная в этом случае. Вот. Ну, в целом выглядит понятно так, оно все, ничего такого серьезного нет. Баня на 9 кубов. Есть там, по-моему, два вида баков. Вот это самый первый, который минимальный. Есть второй, здоровый такой, в общем, он ставится. Думал сначала, какой из них заказать, но, естественно, ну, под такую кубатуру вот этого, блин, с головой. Вот, собственно, как эта установка работает? У него, получается, вокруг бака идет такой каркас внутри, вот на уровне вот этого переходника. Сюда вот по краям так ну, вода наливается, я думаю, видно, наливается вода, она заполняет этот бак, и потом, когда начинает кипеть вода, под давлением мы этим, получается, штекером направляем уже куда будем выводить. Есть вариант, как сейчас вот стоит приложение экрана, он идет вниз, получается, вниз под фитокороб, либо мы ставим напрямую, чтобы у нас влажность, сразу испарение было, пар вверх. Ну, я продемонстрирую сейчас, когда это затоплю баню. Вот, следовательно, у меня стоит на фитокороб. Это тоже фитокороб под Теплов и Сухов. Вообще шикарный, на самом деле, вещь крутая. Ну, падла, конечно, дорогая. Скажем так, за такую коробку, по-моему, она десятку стоила, плюс-минус что-то такое. Вот, где-то под Новый год брал. Плюс вот эта ерунда стоила тогда 2,5, наверное, 2500. Вот, в общем, из минусов сразу скажу. Многие тоже жалуются, поэтому лучше упомянуть. Первое. Есть такой клапан здесь. Думаю, видно, да, вот эта вот маленькая штучка. Это когда избыточное давление, он вот так вот поднимается, этот болт, и сбрасывает давление. Это когда, допустим, какой-то косяк в системе, может быть, я не знаю, там сильная, высокая, получается, температура, раз, получается, второе, либо мало воды, там, допустим, да, или наоборот, много воды, там, в общем. У меня было всего лишь там раза два, я не помню в каких случаях, поэтому не могу сказать сейчас. Вот сейчас у меня все отлично работает, но суть, что за этим следите, особенно когда будете распаковывать, если кто будет заказывать себе, не потеряйте этот клапан, потому что большинство пишут, где его купить сейчас. Вот, сюда ставят один, по-моему, обычный болт. Ну вот он выглядит, да, вот я думаю, сейчас покажу. Выглядит реально как болт, ну по сути, ничего такого. Но в общем они реально спрашивают, где его найти теперь. Вот, его просто теряют. Дальше, получается, второй момент. Сварка здесь рандом, на самом деле. Да, как бы Теплов делает крутые премиальные продукты, плюс-минус, да, но у всех абсолютно разное качество сварки. Вот, на этом баке основная проблема, вот, на этом коннекторе, у меня, к сожалению, сейчас нету фонаря подсветить, ну, вот, думаю, видно, да, вот это вот соединение. Так вот, под этим соединением есть, ну, похоже, кривая сварка, и есть дырочка. И вода у меня отсюда, когда вот залита, она по капельке стекает вниз. Собственно, у меня потихоньку подгоняет влажность. Как бы, ну, не сильно дает. Ну, прикольно, что, да, поддерживает влажность, сама подкидывает немножко капелькой. Но изначально очень сильно напрягало. Думал уже реально его вытянуть, короче, сварить. Вот, ну, по итогу, через пару месяцев, когда будем чистить дымоход, я сниму бак и сварю, получается, это место, короче. А у многих косяки бывают даже, допустим, вот здесь, вот тут плохая проварка, внизу, получается, где бак, ну там так не видно будет камнями заложено, но в общем он такой же формы, вот как и стоит, такой формы цилиндра, можно сказать, вот так вот у него. Вот, ну и сюда отдельно ставил, естественно, по-моему, тоже, да, Теплов и Сухов, получается, этот шибер. Шибер очень хороший, прям класс. Но им не пользуешься, как бы он стоит всегда открытый, как бы, ну, поэтому в моем случае он нужен был просто, поэтому поставил. Вот, дальше, получается, есть вариант, уже многие делают. Сюда ставится такой же, получается, нержавейка, прикручивается и выводится, получается, в стену на улицу. Вот, то бишь, если мы не хотим влажную баню, мы хотим, допустим, там сделать финку, ну, сухую, следовательно, мы переключаем краник наверх, и у нас идет в этот шланг все уходит, да, избыточное с этого бака.
и потом мы сидим просто в сухой бане. Это очень прикольно, я себе сделаю, но чуть позже. Вот, еще касательно, получается, нюансов по баку сразу расскажу. Ни в коем случае не запускайте баню на сухую. Это тоже очень плохо. Видел где-то отзыв, получается, у человека был. В общем, у него то ли разорвало, то ли прогорело сильно, я не помню, в общем, по баку. В общем, бак сразу на минус ушел, буквально где-то за месяц. Он просто в сухую его топил, и, в общем, все с концами. Дальше момент такой еще есть. Здесь, так как у меня подтекает, я всегда наливаю больше, чем здесь положено. Вот есть риска, да, уровень, вот этот вот. Я его под него наливаю и, получается, запускаю баню. И когда смотрю, что вот уже оно растапливается, потихоньку уходит уровень у меня, я подливаю, чтобы держать его, потому что потом начинается кипение. Но я покажу, в общем, на процессе уже, как это выглядит. Вот. Также можно сразу про фитокороб упомянуть. Вещь отменная, очень отменная. Сделан реально добротно, прям офигенно. Я его ничем не обрабатывал, вот всегда искал ответ на этот вопрос, потому что первый раз такой вообще использовал. Короче, он идет такой вот, как есть. Вообще реально добротно собран, никаких проблем по нему, косяков нету. На удивление, вещь абсолютно не требует никаких доработок. Удобная ручка, что стоит сразу отметить, никогда не обожжетесь, ничего. Главное, говорю, вот эти шланги правильно провести, потому что здесь нужен угол такой, да, определенный. Во-первых, ставите уровень, и по уровню выставляете, чтобы у вас по рискам были вот эти, чтобы вода правильно стояла. Иначе она у вас может либо оставаться постоянно в бачке, либо еще здесь она может постоянно в шланге стоять у вас. Я, по-моему, подрезал этот шланг. Не могу точно сказать, но, скорее всего, подрезал. Вот. Дальше, получается, из косяков тоже бывает часто. У многих брак, соединение, вот здесь постоянно течка идет. Вот. У меня, слава богу, такого нет. Здесь все прекрасно. Вот. Ставится она легко. Там такое крепление. По-моему, либо там просто саморез, и на саморез на ухо вешается этот бак. Он достаточно плотно висит. Даже если случайно заденете, ему ничего не будет. Вот. К нему вопросов нет. Воду заливается чистую обязательно, потому что здесь тоже такая тема. Тоже по отзывам смотрел, что грязную воду нельзя лить, засирается бак, в общем, умирает быстро вся система. Вот. Плюс тоже сюда стараюсь лить чистую. Но у меня фильтры стоят, получается, в системе. Поэтому все хорошо. Вот, в принципе, ладно, покажу, как это, что у меня получается. Я заливаю с вазы, мне так удобнее, по крайней мере, что под рукой. То есть, вот все, то есть мы заливаем. Я заливаю вот под отметку. Так, думаю, видно, да? Все равно у меня сейчас будет по капельке стекать. Все. Многие говорят, что нужно систему полностью сливать. Да, это правильно, потому что когда морозы, да, там -1 может стоять в бане, как отдельное помещение, естественно, то я потом сделаю сюда вывод, краник еще дополнительный, когда уже буду менять все, поставлю, чтобы полностью сливать этот бак, потому что нельзя, чтобы здесь вода оставлялась, поэтому имейте в виду, либо вы нормально паритесь, допустим, у вас там воды мало остается, вы еще там закидываете пару полешек, выпариваете всю воду, да, она может быть чуть сухая, допустимо, если не сильно жесткий огонь, и вы ее хотите просто просушить, как объяснить-то? В общем, просто дать ей время, немножко поработать, скажем так, в холостую, да, потому что ППШ работает только на открытом огне. Вот у него избыточно идет. Допустим, если вы зальете этот бак, да, и будете париться, ждать, пока там у вас будет бурление, то этого ничего не будет, пока вы не запустите, получается, точнее, не подкинете нормально пару дровишек, все, на открытом огне он начинает кипеть, и сюда уже идет избыточно. Вот у меня здесь трава, сегодня как раз тоже ездил на рынок. Вы можете купить на ВБ, но там дороговато, но там трава покруче на самом деле. Но здесь подешевле. Приезжаете на рынок, покупаете. Там, кто мелиссу, там еще что-то берет. В общем, я такое беру. Не могу точно сказать, мне сегодня дед там это все продал. Короче, я не особо разбираюсь в этом. Вот. И, собственно, сколько? Вот эта трава лежит уже где-то месяца, наверное, 3. Я плотно забиваю всегда. Но вообще советую не прям забивать, чтобы наглухо, потому что у меня был такой момент. Вот, да, видно, сколько здесь травы. Здесь очень много ее. Вот я новую ложил вниз. Сейчас я покажу, как это все устроено. Она немного тоже мусорит. Поэтому, думаю, видно. Вот, покупаете. Вот у многих людей вот такие скруточки есть. То есть каждый по-разному, да, такое продает. То есть есть такой, как веник, а есть вот такое мелочь. Советую покупать именно большие. Во-первых, они по всему этому идут корпусу, да.
И, ну, равномерно вы закладываете, и все вообще как бы шикарно. Ну, в принципе, вот такая вот система. Сейчас я покажу. Труба с дырками, да, идет как бы. Главное протянуть ее до конца обязательно, потому что вы ее сами протягиваете, устанавливаете. Все, если лишнее не надо, обрезаете, получается, в конце. Ну, как правило, я это ничего не делал. Вот, все протянули, заложили травой. Вот. И да, какие-то продыхи по-любому нужно оставлять, потому что, ну, если у вас избыточно будет идти, чтобы, ну, вверх все уходило правильно, а не вот, допустим, там отсюда прям выбивало уже. Ну, в общем, я покажу, как это будет у меня работать, все это будет видно, наглядно. Вот, сейчас начинаю топить, сейчас тоже заложу траву. В общем, реально хватает травы где-то, ну, месяца на 2, наверное. Вот так, если хорошо париться, там, раз в неделю хотя бы. Там 2-3, потом берете просто, покупаете новую ложите вниз. Что-то из этого смотрите, что более-менее еще сохранилось. Выкладываете, получается, вторым, там, ну, вторым-третьим уровнем. Все. И как бы нормально. Потом также меняете по очередности, старую выбрасываете и все. Вот. В общем, сейчас я все запущу и покажу, как уже будет работать в режимах этих. Да, самое главное забыл рассказать, что изначально этот фитокороб предназначался для запаривания веников. Вот. Мы ради прикола пробовали пару раз запаривать. Да, классно все запаривает, но задача его вообще основная, конечно же, под траву. То есть аромат в бане насыщенный, в общем, классный. Поэтому обязательно, получается, попробуйте, но, говорю, задача вот именно как запаривание травы, аромата, супер. Вот именно в этом он, как никто другой, справляется. Вот, новая забивка я сделал, вот что старая была, плюс-минус хорошо сохранившаяся, я положил там по краям, в общем, верхним уровнем. Вот, здесь, как видно, да, такое более воздушное пространство специально, чтобы там пар выходил равномерно. Вот, потому что если вы плотно забиваете, я один раз так плотно забил, у меня нижний уровень, получается, настолько был непроходимый, да, по щелям, что все давление вот выходило как раз здесь, да, с этого разъема. Вот, ну и частично где-то там сифонило, поэтому так делать не надо. Я потом понял эту фишку, переложил, все вообще отлично работает. Вот, ну, собственно, как-то так. Ну, в общем, как-то так оно работает. Сейчас уже почти 40 градусов, я думаю, видно. Специально зашел, пока еще не сильно жарко. Ну, в общем, все, она начинает уже пыхтеть, о чем я и говорил, даже еще немножко вот здесь подсасывает. Сейчас идет здесь, ну и основная часть вот здесь. Сейчас я попробую протереть. Ну, я думаю, видно и так. В общем, вся парная вкусно очень пахнет, разные запахи. Дед все-таки с уклонностями растаманов был, наверное, поэтому всякие приятные травки вот эти вот очень, скажем так, насыщают дерево вокруг всей парной. Так что, когда вот уже час примерно проходит, вот при активном парении будет вообще ароматно. И самое главное хотел показать, вот получается есть рычаг, да, и мы можем вот переключить. И сейчас я покажу. Ну, наверное, не видно сейчас. Да, наверное, не видно. Но суть, что полностью отсюда отключилась, вон она уже закончила, и идет сюда. Как-то вот так вот, в общем.